В Африке, несмотря на то, что очень жарко и много солнца, присутствует проблема с топливом, хотя вокруг много травы и прочей биомассы, которая плохо горит в естественной среде. Мы предлагаем решение данной проблемы посредством производства брикета из травы и прочей биомассы, плюс сжигание его в специальных печах с высоким КПД. Также производство брикета с использованием солнечной экологически чистой энергии. Также предлагаем не возить сырье к месту переработки, а делать брикет сразу по месту нахождения сырья. Наш комплекс позволяет изготавливать 5 килограммов брикета в час. Благодаря эффективному сжиганию его в наших печах, даже с помощью этих 5 килограмм можно приготовить достаточно большое количество пищи. К примеру, для приготовления 1 килограмма гречаной крупы потребуется всего лишь 500 грамм брикета. По нашим подсчетам, 5 человек, работающих на нашем комплексе 6 часов, смогут обеспечить брикетом поселение на 100 человек для приготовления еды на 1 день. Ну а теперь давайте разберем, из чего состоит и как работает наш комплекс. В собранном состоянии он довольно компактный и выглядит в форме прицепа. То есть таким образом довольно легко перемещаться на любую точку. На ТЭН со всех сторон будут крепиться солнечные батареи. Аккумуляторы для накопления энергии будут стоять внутри, размещаться внутри. Ну и теперь давайте его откроем. Для устойчивого положения, чтобы прицеп не ходил ходуном, предусмотрены вот такие вот опоры. То есть первым делом закрепляем опоры. Время разборки комплекса занимает около 10 минут. То есть, собственно, там ничего сложного нет. Значит, общая площадь крыши для солнечных батарей 25 квадратных метров. В комплексе находится 2 станка. Дробилка, которую можно выносить по мере, как будет удобно. И пресс для изготовления брикетов. Пресс зафиксирован, находится в стационарном положении прямо в комплексе внутри. Ну а теперь давайте все-таки посмотрим, как же оно все работает. Первый важный момент, который бы хотелось отметить, это то, что наше оборудование может работать как с помощью солнечных батарей, так и чисто в механическом виде, то есть чисто за счет ручной силы. Значит, вытащили мы дробилку, и теперь будем... Дробилка производительностью 8 кг в час. Ну и теперь давайте покажем, как она работает. Обычная сухая трава подается в измельчитель, ручкой прижимается, ну и, собственно, обороты небольшие, получается мелкая фракция. Производительность, еще раз скажу, 8 кг в час. Давайте теперь открутим и поставим ручку. То есть откручиваются 2 болта, устанавливается ручка для ручной работы. Итак, работа может происходить с помощью и только ручной тяги, то есть без помощи электроэнергии. Также дробить на дробилке можно не только сено и солому, а можно мелкий творог. Теперь измельченное сырье с помощью специальной воронки и трамбовки засыпаем в специальные матрицы. То есть вот таким образом набирается и легонько проталкивается. То есть сильно трамбовать не надо, легонько проталкивается, чтобы они заполнились. Забитая матрица дальше передается следующему человеку. Только надо придерживать вот эту крышечку для установки ее в пресс. Матрица устанавливается в пресс легко и просто, то есть с помощью, фиксируется. Теперь включаем кнопку пуск. И поршень двигается в сторону упора. Датчик, так как давление маленькое, датчик показывает 50 килограмм. И теперь с помощью ручного рычага мы доводим давление до 200 килограмм. Все. После этого нажимаем рычаг, сбрасывается давление и поршень двигается назад. Достаем матрицу. Теперь матрица передается следующему человеку, для того, чтобы он извлек брикет изнутри. То есть вот таким образом вставляется сюда.
разжигается брикет. Дальше матрица опять передается человеку, который ее наполняет. И все действие происходит по кругу. Также пресс может работать полностью в ручном режиме без использования электроэнергии. Конечно, в этом случае производительность упадет раза в 3, но все равно это делать возможно. То есть полностью без использования электроэнергии. С помощью ручного усилия двигается поршень, пока не создастся давление до 200 кг. Производство одного брикета с помощью электродвигателя занимает порядка 30 секунд. В ручном режиме занимает порядка минуты. Рычаг откинули, теперь поршень двигается в обратную сторону. После того, как поршень вышел до крайней точки, опять достается гильза, как и в первом варианте, и передается человеку, который ее отсюда, который извлекает отсюда брикет. Ну и все пошло по кругу. Вот брикетик получился. Итак, получается вот такой хороший, качественный брикет. Значит, брикет сделан из сухой травы. И с помощью этого брикета в нашей печке он будет поддерживать температуру, 2 таких маленьких брикетика поддерживают температуру кипения воды на протяжении 10 минут. Но также, если климатические условия не позволяют использовать именно сухое сырье, наш пресс предусмотрен и для использования мокрой травы, да, то есть использования мокрого сырья. Брикет, конечно, получается хуже, меньше плотность. Брикет из мокрой травы не влазит в нашу печку, не подходит к нашей печке, но все равно его можно сушить и использовать для разжигания, допустим, костра. Значит, для того, чтобы наш станок перешел на производство мокрого брикета, нужно открутить вот эти вот 4 болта, снять вот эти 2 постели. Значит, если климатические условия не подходят, то есть сухого сырья нет, то брикет, как я говорил, можно делать из мокрого сырья, да? Но в этом случае, кроме того, что он хуже КПД, хуже горит, то в этом случае обязательно нужно добавлять какое-то связующее вещество, порядка 10%. Можно использовать либо глину, либо, допустим, мелкую бумагу, либо навоз, либо еще какое-то связующее вещество. То есть получается вот такое вот влажное сырье. Влажное сырье точно так же, как и в первом случае, засыпаем в нашу гильзу. Значит, в отличие от первого варианта, когда используется мокрое сырье, то шайбами прижимается с 2 сторон. То есть мы берем вторую шайбу, снизу у нас шайба одна стоит, да? Мы сюда засыпали сырье, теперь второй шайбой берется и утрамбовывается сюда. Ну, то есть вот таким образом. Гильза также устанавливается в постель, на то же место. Ну и как бы тем же самым образом, ручным. Происходит давление, формирование брикета. При давлении вся жидкость, вода вытекает по специальному желобу вытекает в ведро. Значит, во втором случае, в отличие от первого, додавливаем всего лишь до 50 кг. Также вода, которая стекает в ведро, да, ее можно повторно использовать. То есть не обязательно ее выливать, ее можно по повторному циклу использовать. Додавливаем поршень до конца назад, как и в первом варианте. Только теперь в этом случае устанавливаем в другую. И получается вот такой вот брикет. Дальше выкладываем такой брикет на солнце и ждем, пока он высохнет.
Так, смотрите, попробовали брикет из нескольких вариантов сырья. Первое, взяли обычные листья с под ореха, да. Единственный нюанс, что они, у нас они вроде с виду сухие, но при замере влагомером они показывают самую большую влажность, 15%. Поэтому брикет получился не очень хороший. Значит, вот такое сырье получается после того, как мы его дробим на нашей дробилке. Вот, мелко. И вот такой вот получился брикет. Брикет, как бы, из-за того, что вот есть поры, это значит, что он влажный. Такой не очень хороший, но если листья будут суше, дольше лежать на солнце, то брикет тоже будет нормально получаться. Следующий вариант, это была обычная трава, да, ну вот сено. То есть обычная трава. После измельчения получилось вот такое сырье, вот мелко. И получается вот такой вот, ну, классный, отличный брикет. Следующее сырье мы брали мелкие веточки, то есть специально брали не крупные ветки, да, вот именно мелкие веточки, которые тоже вполне, может быть, можно найти. После дробления на дробилке получается вот такая вот фракция, и после того, как прессовать, получается тоже вот такой вот классный брикет. Ну и ради интереса еще пробовали сделать брикет из обычной бумаги. Ну, в данном случае брали картон, обычный картон, как бы вот ящики картонные. Сырье, фракция получается после дробилки вот такая вот. Вот. Ну и получается практически идеальный вот такой вот брикет. Сырье можно между собой мешать, то есть сделать брикет, допустим, мешать траву и дерево. Вот. Но предполагаем, что самое распространенное будет это именно трава и ветки, поэтому проведем, так сказать, тестовый эксперимент, сколько надо какого брикета в граммах, чтобы закипятить 5 литров воды. Ну, смотрите дальше, все будет показано. Значит, в одном нашем комплексе планируем поставлять 20 вот таких печей. За счет уникальной конструкции печь повышенного КПД горения. То есть с маленьким количеством топлива можно приготовить большое количество пищи. Значит, внутри вот она как выглядит. По нашим расчетам, для того, чтобы закипятить казан с 5 литрами воды, нужно всего лишь 500 грамм брикета. То есть сейчас это мы вам и продемонстрируем. То есть вот берем 490 грамм брикета, который получился у нас на нашем прессе. Ну и разжигаем печку. Имеется поддувало и специальное отверстие для потом, ну, чтобы подкидывать брикет. Ну, просто поджигаем бумагу, закидываем в печь, там немного лежит картона. Ждем, пока разгорится чуть-чуть. А потом будем подкидывать брикет. Наш картон немножко прогорел, то есть сама печка разожглась. Теперь берем брикет, не больше там 5 штучек. И закидываем прямо сюда сверху. Все это дело происходит с открытым поддувалом. И теперь берем казан, наливаем 5 литров воды для эксперимента. Так, ну и устанавливаем казан на печь. Есть. Значит, пока печка разгоралась, было немного дыма. После того, как печка разгорелась, дыма практически нет вообще. Ну и теперь, как она разгорелась, можно подкинуть еще несколько брикетов. То есть берем еще 3 брикета. Таким образом у нас открывается так, эта штучка. И вот так раз. Вот так. Раз. Раз. Прошло порядка 3 минут. Печка нагрелась, вышла на оптимальную работу, дыма практически нет. Давайте все-таки покажем, как она горит. То есть переходим в котел. Вот смотрите, обратите внимание, как горит пламя. Вот если видите, пламя идет прямо по спирали. За счет этого получается, что сгорают все отходы, очень хорошо горит топливо, ну и повышенное КПД. Ставим назад. Так, прошло порядка 20-25 минут, вода у нас закипела, вот, вода закипела, значит, ушло у нас на это дело, ушел почти весь брикет, осталось там 30 грамм, собственно, как мы и предполагали, практически полкило брикета надо на это мы сегодня тестировали. Вчера мы тестировали, кстати, брикет именно из дерева, вот такой. Разница небольшая есть.
Чтобы закипела вода, уходит грамм 400, но и существенная разница по количеству золы. То есть, если брикет из травы использовать, то золы больше, а если брикет из веток, из дерева, то золы будет меньше. Спасибо за внимание.